Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. В этом видео я расскажу вам о промышленном производстве, сельском хозяйстве и полезных ископаемых Грузии. Родина виноделия. Грузия претендует на звание родины вина. По мнению самих ученых, она является одним из старейших винных регионов в мире. Археологи подтвердили, что еще 8000 лет назад в Грузии возводили виноградники и производили вино. В Грузии культивируют тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 видов из 4000 известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в Квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Главным винным регионом Грузии считается Кахети, а вот список самых известных грузинских вин. Минеральная вода. Грузия издревле славится обилием природных минеральных источников, которые творят настоящие чудеса. В недрах Грузии таится более 3000 видов минеральных источников. Уникальные свойства термальных вод были известны еще в древние времена. Местные жители использовали их для лечения различных болезней. На базе многих минеральных источников открыты курортные зоны, которыми славится Грузия, например, всеми известный Боржоми. Примечательно, что санаторное лечение в Грузии, где мягкий климат, чистейший воздух, обилие термальных источников и месторождений целебных грязей – это отличная альтернатива дорогостоящему отдыху на европейских курортах. На сегодняшний день производятся следующие виды минеральной воды: Боржоми, Набеглави, Сайырме, Ликани, Бакурьяни, Сно, Бахмаро. Лечебные грязи – это не что иное, как многочисленные иловые отложения на дне водоемов. В соленых водоемах образуются сульфидные грязи, сапропелевые в открытых пресных водоемах, а торфяные в болотной местности. Грязелечебные курорты рекомендуются при многих заболеваниях. Большинство лечебных грязей обладают обезболивающим, противовоспалительным и рассасывающим действием. Однако прежде чем отправляться на грязелечебный курорт, необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку грязь оказывает нагрузку на сердце. Перед лечением необходимо убедиться в нормальном состоянии сердечно-сосудистой системы. Известным грязелечебным курортом является Ахтала, Кумиси, Гурджани. Магнитные пески. Они имеют огромное количество содержания магнетита. Соответственно, на пляжах с магнитным песком присутствует магнитное поле низкой интенсивности. Оздоровительные свойства магнитного поля известны с незапамятных времен, а в современной медицине этот способ лечения называют магнитотерапией. В результате исследований ученых разных стран было доказано благоприятное воздействие поля на организм человека, а магнетитовые пески являются природным лечебным фактором. В список лечебных свойств входят болеутоляющие свойства, противовоспалительный эффект, стимуляция регенерации тканей, общее повышение иммунитета, лечение детских заболеваний, а также положительное влияние на работу сердца, на заболевания сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и даже нервной системы. А если верить источникам, они помогают и в решении проблем с бесплодием. Магнитные пески можно встретить на пляжах таких курортов, как Уреки, а также Григолети. Важнейшими отраслями промышленности Грузии являются пищевая и легкая промышленность, черная и цветная металлургия, а также сельское хозяйство. За последние годы сельское хозяйство стало стремительно расти и развиваться. В Грузии производят различные фрукты, например, такие как виноград, яблоки, персики, мандарины, киви, хурма. Выращивают разные овощи, зелень, ягоды и орехи, а также производят чай, мед и всевозможные консервы. Огромную часть этих продуктов экспортируют за границу, в страны Евросоюза и даже в Соединенные Штаты Америки, а также в соседние страны. Один только экспорт фруктов и овощей способен принести бюджету страны несколько миллионов долларов.
Швейное производство. В настоящее время в Грузии более 200 швейных фабрик, из которых 95% являются микропредприятиями. 5 производств в Аджарии принадлежат турецким компаниям. Значительные грузинские инвестиции вложены в швейную фабрику в Кутаиси. Остальные компании расположены главным образом в Тбилиси. В целом в швейной индустрии в Грузии занято около 5000 рабочих, 85% из которых – женщины. Именно в Грузии шьется униформа для местной полиции, разных министерств, военных и разных правительственных организаций. Пивная промышленность начала развиваться после того, как страна приобрела независимость. В 2021 году в стране насчитывалось около 20 промышленных пивоварен. Самые крупные среди них – Натахтари, Казбеги, Кастел Сакартвело, Зетазени и мое любимое пиво Карва Редлер уже не выпускают, а жаль. Металлургия. В Грузии производят также и металл. Добыча и производство марганца обычно происходили в Чиатурском регионе. Этот населенный пункт известен в мире благодаря крупному месторождению марганца. Чиатура в первой половине XX века обладала, пожалуй, крупнейшими в мире запасами марганца, которые оценивались в 239 миллионов тонн. До Первой мировой войны здесь было сосредоточено 40% мировых запасов и примерно половина мировой добычи. На данный момент производство уже приостановлено или все еще продолжается, но уже не в таких масштабах, если я не ошибаюсь. А также в Грузии изготавливают различные строительные материалы и, конечно же, мебель. Кстати, из-за марганца регион Чиатуры считается не самым безопасным для здоровья. У местных жителей со временем возникают проблемы с дыхательной системой. Ну, а на этом пока все. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, информативно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!